Компания Hyundai полностью рассекретила минивэн Staria, который получил необычный дизайн в стиле космического шаттла и полный привод. Первым рынком для новинки станет Корея, там уже принимают заявки. Staria также доберется до России в четвертом квартале 2021 года. Минивэн Staria компания Hyundai засветила еще в марте и рассказала о вариантах салона. Теперь же состоялась полноценная презентация с основными характеристиками. Кстати, полную версию презентации вы можете найти на моем втором канале. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце видео. Футуристичный минивэн Hyundai Staria придет на смену пассажирским моделям Hyundai H1 Starex. Staria — это целое семейство. Сегодня в него входят вэн и фургон, а позже планируется выпустить VIP-версию, автомобиль скорой помощи и вариант для кемпинга. Staria построена на современной платформе с поперечным расположением двигателя, передним приводом и независимой задней подвеской. При этом колесная база по сравнению с моделью H1 растянута на 73 мм. Длина составляет 5253 мм, ширина 1997 мм, высота 1990 мм. Таким образом, модель крупнее нового Kia Carnival, который недавно вышел на российский рынок. В зависимости от модификации в линейку Staria входит фургон Staria Cargo, экспортное имя Staria Van, с трехместной кабиной и грузовым отсеком объемом 5 кубометров, двухрядный вариант и пассажирские версии с 7 либо 9-местным салоном с двумя раздельными креслами на втором и третьем рядах, а также в четырехрядном исполнении. В этом случае вэн вмещает 11 человек. У всех исполнений спереди имеется светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней. Обычной модели положены фары, каждая из которых состоит из 4 блоков, а у минивэна Staria Lounge для Кореи и Staria Premium в других странах фары в виде 8 светодиодных кубиков. Также дорогой вариант получил растянувшиеся до самой крыши пиксельные задние фонари. Плюс у премиума могут быть контрастные вставки. К достоинствам Staria можно отнести электропривод сдвижной двери с бесконтактным срабатыванием, панорамную крышу, 64-цветную подсветку салона, разворачивающийся на 180 градусов сиденье второго ряда в 9-местной версии, камеру для наблюдения за пассажирами и возможность трансформировать 11-местный салон в ровную кровать. В зависимости от комплектации тут может быть до 7 подушек безопасности, включая коленную для водителя. Также минивэн оснащен системами предотвращения фронтальных столкновений и аварий при перестроении, блокировкой открытия дверей при небезопасном выходе, беспроводными сенсорами непристегнутых ремней, а на некоторых рынках радарным контролем за пассажирами сзади, чтобы невнимательные родители не оставляли детей в салоне. Пассажиры на всех рядах могут общаться между собой, не повышая голос, поскольку их реплики будут усилены динамиками. Самое дорогое исполнение Hyundai Staria Premium отличается решеткой радиатора, увеличенными фарами и задними фонарями, необычными 18-дюймовыми колесами и расширенной хромированной отделкой. Салон здесь 7-местный с 3 рядами сидений и обивкой кожи Nappa. На втором ряду установлены массивные и роскошные кресла с электрическими регулировками, откидными спинками, подогревом, вентиляцией и выдвижными подставками для ног. Среди опций виртуальные приборы и медиасистема с одинаковым размером экрана на 10,25 дюйма, кожаная обивка сидений, аудиосистема Bose, вентиляция кресел переднего и второго рядов и двухсекционная стеклянная крыша. Для Hyundai Staria подготовили 3 модификации. Бензиновый турбодизель VGT объемом 2,2 литра выдает 177 лошадиных сил и сочетается с 6-ступенчатой механикой либо 8-диапазонным автоматом. Причем во втором случае минивэн можно заказать в полноприводном исполнении с муфтой подключения задней оси. Альтернативой на домашнем рынке станет версия с 240-сильным агрегатом V6 объемом 3,5 литра, который работает на сжиженном газе. Такому минивэну положена автоматическая коробка передач. Для экспортных Staria также будет доступен 3- и 5-литровый 6-цилиндровый атмосферник мощностью 272 лошадиные силы в паре с автоматом. В Южной Корее уже открыт прием заказов на новинку. За стандартный минивэн Staria Taura просят минимум 29 миллионов 320 тысяч вон, примерно 2 миллиона 20 тысяч рублей. Цена Staria Lounge в топовом 7-местном варианте 41 миллион 350 тысяч вон, приблизительно 2 миллиона 848 тысяч рублей. Напомню, что на нашем рынке Staria появится осенью нынешнего года. Какая версия Staria вам понравилась больше всего? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал.
нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления и быть в курсе последних событий автоиндустрии.